Студия «Гачок» и мастерская «Ремонтируем красиво» представляет. Всем добрый день! Сегодня я начинаю целый цикл видео по поводу того, почему в стиральной машине выходит из строя та или иная запчасть. Первое, что я хочу показать, то, что всегда является проблемой, это когда выходит из строя сливной насос. Он выходит из строя, и машина перестает правильно сливать воду. Вернее, она перестает вообще сливать воду. Либо она сливает ее очень плохо. Значит, мы начнем с самого простого, почему он выходит из строя, но это время. То есть вы берете, включаете машину каждый день, допустим, она у вас стирает очень много, и естественно насос механически выходит из строя. То есть проходит, допустим, 1500-2000 стирок, и любой насос из подобных вот таких вот насосов, как у меня сейчас в руке, это самый распространенный оскол на 3 винтика. Код ко мне пришел, не дает спокойно работать. Естественно, он выходит из строя. Следующее, почему он выходит из строя, если у вас происходит утечка воды в машине, и эта вода попадает на сам по себе насос, то внутри находящиеся обмотки, на них попадает влага, происходит межвитковое замыкание, либо короткое замыкание. Естественно, сгорают обмотки, и насос вышел из строя, вам приходится менять его. Третий вариант. Выходит из строя вот эта резиночка. Она через какое-то определенное время уплотняется. Это бывает очень редко, но такое тоже происходит. И насос начинает подтекать. Естественно, ремонт его состоит не в том, чтобы заменить весь насос, а ремонт состоит в том, чтобы заменить саму по себе резиночку эту. И последний вариант, который есть, те режимы, с которыми вы эксплуатируете саму по себе стиральную машину. И что я хочу заметить? Значит, внутри там стоит специальный пластиковый механизм, который дает возможность сначала провернуть вал, а потом уже начинает проворачиваться сама по себе крыльчатка. Так вот, из-за того, что внутрь туда попадает грязь, этот механизм начинает приклинивать, естественно, сама по себе крыльчатка вращается неправильным. Первое, второе, она вращается, не всегда запускается. Естественно, из-за этого очень быстро выходит сам по себе механизм, его приклинивает, и насос останавливается. Он не может запуститься на большом столбе воды. Еще почему происходит? Там, где крутится вал с магнитом, если туда попадает грязь, насос начинает приклинивать, и опять же он не может запуститься, и он не будет сливать воду. Это слышно, когда сам по себе насос при сливе начинает очень сильно хрюкать. Что еще примечательно? Если сам механизм как таковой заблокируется, происходит выработка втулки, потому что насос запускается все время рывком. Из-за того, что он запускается рывком и есть большое давление, втулочка начинает, на которой держится вал с одной и со второй стороны, она начинает стираться. И естественно начинает болтаться сама по себе. Крыльчатка приклинивает, опять же, на запуске, из-за того, что магнитик начинает тереться об пластиковую часть, которая внутри там очень маленькое расстояние между магнитом и самой по себе пластиковым корпусом насоса. И он начинает приклинивать, перестает сливать. Что я советую всем абсолютно, не взирая на то, что ломается или не ломается насос. Все-таки чистить фильтр помпы, а не игнорировать этот момент. Чистить его как можно чаще, допустим, пусть будет так, раз в месяц, раз в 2 месяца. Всем советую стирать на большой температуре хотя бы один раз на 3, 4, 5 стирок. Для того, чтобы вымывать вот эту вот всю накипь и вот этот порошок, который здесь коксуется. И если происходят какие-то проблемы со сливом воды, мой совет сразу обратиться либо к мастеру, либо почистить фильтр внизу.
Ну и если насос начинает выходить из строя и он работает периодически, в обязательном порядке его поменять. Потому что от того, как сливает машина воду, зависят очень многие вопросы, связанные с дальнейшей работоспособностью машины. Огромное всем спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Я очень буду благодарен вам за участие в моей работе. Если есть возможность такая, расскажите, пожалуйста, как делаете вы свои ремонты. Мне будет очень интересно ваш опыт работы. Всем огромное спасибо. До следующих встреч.